Ну что, всех приветствую на нашей первой лекции по предмету программирования промышленных логических контроллеров. Это у нас будет такая вводная лекция. Мы пообсуждаем, что такое ПЛК, программируемые логические контроллеры, откуда они вообще появились, какие были предпосылки, какая структура у них, ну и поговорим, как они программируются, с помощью каких сред и языков. Ну, предлагаю начать с того, что обсудим, что такое ПЛК сами по себе. Отвечая на этот вопрос, я бы ответила так, что ПЛК – это такой промышленный конструктор для автоматизации, для создания систем промышленной автоматизации. То есть, например, если мы сопоставим ПЛК и микроконтроллеры, то микроконтроллер – это некоторый чип. Для того, чтобы создать из него устройство, нужно сделать какую-то обвязку ему, развести плату, подумать, какие периферийные устройства, какую память поставить, как сделать вводы, выводы. С другой стороны, вы скажете, есть еще отладочные платы для микроконтроллеров, там уже все сделано, тоже с вами соглашусь, но они, например, чаще всего изначально без корпуса, без какой-то защиты, в том числе от каких-то промышленных условий, там, влаги, тряски и так далее. Да? А вот ПЛК – это уже такой стандартизированный компонент, который, во-первых, заранее сертифицирован про использование на производстве. Да, у него там есть какая-нибудь IP-защита, скорее всего, хотя бы от пыли. Там у него, возможно, даже взрывобезопасные бывают ПЛК. У него есть уже удобные вводы-выводы, какие-нибудь клеммы там, винтовые, к которым можно подключить датчики. Есть какие-то специализированные входы под определенные виды датчиков уже сделаны. Есть поддержка каких-нибудь промышленных коммуникационных интерфейсов и протоколов, изначально в него заложенные. Да? И более того, ПЛК, он сам по себе, в том числе, достаточно стандартизированно программируется. То есть специализированный стандарт, в котором описаны языки программирования ПЛК, и, в принципе, зная этот стандарт, зная эти языки, какой-то проблемы описать логику работы, не появляется. Таким образом, чаще всего выгоднее и проще купить ПЛК, как такой строительный блок вашей системы автоматизации, чем самостоятельно разрабатывать что-то на основе микроконтроллера. То есть это будет и надежнее, и более отказоустойчиво, особенно если фирма какая-то достаточно проверенная, производитель, да, ПЛК. И вы будете уверены, что есть поддержка всего того, что необходимо. Есть возможность расширить эту систему, заранее заложить. То есть уже инженеры об этом заранее подумали у вас. Так, основную идею, я думаю, донесла, да, теперь переходим к следующему. Поговорим, что вообще было до того, как ПЛК появились как часть системы автоматизации. Потому что появились-то они в 69-м, по-моему, году, да, первый ПЛК появился, то есть где-то в такое время. Но до этого на производствах, на всяких промышленных объектах автоматизация все равно присутствовала. И реализовывали ее через так называемые релейно-контактные схемы. То есть это были целые огромные шкафы сверху донизу, наполненные реле, какими-нибудь контакторами, реле времени, кнопками, которые реализовывали логику управления, например, технологическим процессом, каким-то конвейером, или, может быть, каким-то роботом-манипулятором, или все вместе согласованно. И вот слева и справа это две картинки, да, слева чуть более современная, так сказать, облагороженная релейно-контактная схема, облагороженная в кавычках, может быть, даже ближе к современности, а справа вот это старые шкафы управления на производстве еще тех времен. Посерединке это схема с ПЛК, которая может, в принципе, заместить там весь этот шкаф там, слева или справа. И хотелось бы с вами сегодня начать именно с разбора того, как работали релейно-контактные схемы. Причина этому ровно одна, потому что ПЛК и один из языков очень распространенных программирования ПЛК представляет собой, в принципе, рисование графических релейно-контактных схем, или что-то очень похожих на них. Да? И если мы с вами сейчас разберемся, что такое релейно-контактная схема, как она работает, и что такое реле, да, то потом будет очень легко
нарисовать какую-то программу с использованием языка ladder диаграмм, как раз те самые релейно-контактные схемы. Предлагаю начать с того, что разобрать, что такое реле. Наверняка многие из вас и так знают, что это такое, но на всякий случай предлагаю начать. Так, у меня тут есть уже что-то нарисованное, давайте мы создадим что-нибудь новое. И порисуем. Так, ну вот, как у нас устроено реле. Естественно, здесь в презентации у меня какой-то есть прозрачный корпус, реле в прозрачном корпусе достаточно часто продаются. Мы видим ее основные части, катушка, якорь, какие-то контактные группы. Но чтобы передать суть работы, я, наверное, просто нарисую такую простенькую схемку. Да, они бывают чуть по-разному реализованы механически, но суть остается одна и та же. У нас есть какая-то основа этого реле. Да? Нарисуем его вот так. У нас есть перемещающийся контакт. Нарисую его вот здесь. То есть у него есть такие две контактные площадки. Этот контакт, он может двигаться, давайте скажем, сюда и сюда. То есть он перемещается. У нас есть еще два контакта. А может быть, в каких-то реле и больше контактных групп может быть, да? Но в простейшем случае я нарисую, давайте, раз контакт. И вот здесь еще один, два контакта, да? И на основании у нас закреплена катушка. А мы с вами знаем, что катушка, на которую подано напряжение, по которой течет ток, превращается в электромагнит. И таким образом, замыкая цепь катушки, да, подавая питание на нее, мы включаем либо выключаем электромагнит. И либо примагничиваем наш контакт, либо оставляем его свободным. И вот здесь я еще нарисую, да, точно пружинку, которая будет в случае, если катушка как магнит не работает в данный момент, прижимать контакт сюда, назовем это контактная группа номер 1. А если катушка сработала, то она пересиливает нашу пружинку, и контактная группа замыкается, назовем ее К2. Да, то есть у нас есть контакт 1, контакт 2. По такому принципу работает реле. То есть достаточно просто. То есть у нас есть, да, давайте я еще вот так нарисую нам, что у нас есть катушка, да, отдельная цепь, которая занимается включением-выключением нагрузки. Есть отдельная цепь, которая представляет собой, ну, вот нарисую здесь контакт один, да, какой-нибудь. К1, например, которая управляет нагрузкой, то есть, например, включением лампочки. То есть это две отдельные цепи, но при этом, благодаря механизму, реализованному внутри реле, включение-выключение катушки влияет на включение-выключение контакта. Угу. То есть достаточно просто устроено, на мой взгляд. Давайте перейдем на следующий слайд, и я покажу обозначения. Я их уже использовала, ну, просто проговорим. Первое – это обозначение катушки, ну, либо обмотки реле. Чаще всего обозначается прямоугольничком, тут еще могут быть на прямоугольничке кое-какие символы, чуть дальше обсудим. Дальше есть разные виды контактов. Обычный контакт замыкающий, контакт размыкающий. То есть контакт замыкающий у нас нормально разомкнутый, да, то есть по умолчанию, когда катушка не активирована, цепь разорвана. Когда активирована, наоборот, цепь замыкается. А контакт размыкающий – это когда катушка активирована, он, наоборот, разомкнется. Дальше есть разные контакты с замедлением при срабатывании, для замедлением при возврате. Есть импульсный контакт, то есть который будет срабатывать, когда у нас только импульс был подан на катушку, не нужно постоянно, допустим, чтобы она магнитно держала. Это все реализовано разными механическими, а бывает и в современности электронными схемами внутри. Дальше есть контакт размыкающийся без возврата, это мы уже обсудили, да, с замедлением и при возврате, размыкающийся при срабатывании. То есть все они
по сути, являются размыкателями, замыкателями цепи, ключами так называемыми, да, которые, ну, с некоторыми дополнительными плюшками есть, с замедлениями, там, по импульсам срабатывающим и так далее. С самовозвратом, да, где-то есть. Дальше катушка. Катушка у нас может быть обозначена либо просто прямоугольничком, как я нарисовала, либо с таким значением импульса, значком импульса, да, для катушки импульсного реле, как раз срабатывающего по импульсу. Дальше у нас еще бывает фотореле, да, по световому сигналу срабатывающий, тогда здесь 2 стрелочки такие изображены. И еще бывает реле времени с таким перечеркнутым блоком. Вот, зная эти обозначения и зная то, что на основе релейно-контактных схем делали определенную логику, давайте с вами нарисуем несколько простых логических операций на основе реле, чтобы вообще понять, ну, принцип того, да, как выглядела эта релейно-контактная схема, как ее составляли. Вернемся сюда в редактор и сделаем следующее. Я хочу, допустим, нарисовать логическую операцию И. Так, промотаем сейчас. И, да. Пусть у меня будет контакт x1, контакт x2 и результат запишем в y. Таблицу истинности для И, я думаю, все знают. Ну, давайте напишем. Если на x1, на x2 0, на y тоже 0. Если на одном из них единица, на y тоже все еще 0. Если на обеих единица, на y 1. Да? То есть достаточно известная всем вещь. Нарисуем теперь схему. Она будет выглядеть очень просто. Контакт первый, нормально разомкнутый, контакт второй. Назовем их x1, x2. Это контакты, которые цепью управления будут, да, размыкать или замыкать. То есть, замкнув эти оба контакта, мы активируем катушку Y. Если один из контактов разомкнут, то, очевидно, катушка не будет активирована. И тогда в цепи, где у нас будет нагрузка, контакт, ну, давайте мы его обозначим Y, или можно, если ссылаться на схему вот этого нашего реле изначального, я бы тогда назвала это, у нас будет по умолчанию он разомкнут, значит это будет К2, да, скобочку давайте напишем К2, то вот этот контакт, когда сработает катушка, допустим, скажем, мы замкнули вот этот и вот этот контакт, катушка активировалась, примагнитила наш свободный контакт, и К2 тоже замкнулась. Таким образом, лампочка, которая здесь была бы в цепи, да, она тоже замкнулась. Ой, ну, загорелась тогда, получится. Потому что цепь замкнулась. Значит, это у нас логическое И. Давайте теперь нарисуем логическое Или. Тут тоже все достаточно просто. Пусть у нас будет x1 опять, x2, y. Да? Мы знаем, что если на всех 0, то 0. Если на одном хотя бы единица, то единица. И если на всех единицы, то тоже единица. Все достаточно просто. Да? Как реализовать это на основе релейной контактной схемы, такую логику? Рисуем один контакт, рисуем второй контакт, соединяем. И вот наша катушка. Подпишу. Что мы видим? Что если у нас замкнулся один из контактов, ну пусть будет, например, x2 замкнулся, ток у нас потечет вот так, и катушка сработает, да? И тогда контакт, который примагничивается, когда катушка срабатывает, снова обозначим его К2, да, тоже замкнется, и там, если у нас в цепи лампы или что-то еще, она заработает. Ну, еще у нас есть один стандартный логический оператор, и, или, еще у нас есть не. Да, ну, не, таблица истинности вообще максимально простая. Давайте скажу, пусть у нас x1, если на x1 0, то на y 1, если на x1 1, то на y 0. Реализовать это релейно-контактной схемой тоже очень легко. Вот у нас есть наш контакт x1. Да, контактом x1, x2 можно представить, что это какие-то концевые датчики, которые должны замкнуться, чтобы катушка сработала, или какие-то две кнопки, которые нужно нажать одновременно, чтобы катушка сработала. Да? То есть такая логика. Вот есть наша катушка y.
Мы знаем, что когда X1 замкнется, катушка активируется, но при этом в цепи управления мы будем использовать контакт нормально замкнутый. Да? Нормально замкнутый контакт, например, здесь у нас называется К1. Давайте я вот так обозначу. Y в скобочках К1. Да? И в таком случае мы знаем, что если катушка сработает, он наоборот разомкнется и лампа там погаснет. А по умолчанию, когда контакт X1 не замкнут, она наоборот будет гореть. Вот вам логическое «не». Да? Ну, умея реализовать «и» или «не», мы можем довольно сложные логические цепи, да, записывать, как их назвать, логические схемы. Еще одну схему, да, нарисую. Понятно, что реализуя «и» или «не», мы можем теперь реализовать «не или», «не и», исключающее «или» и так далее. А еще можно реализовать схему, которая часто используется, называется схема с самоподхватом. Ну, проще всего это объяснить на примере. Представьте, что у вас есть две кнопки, пуск и стоп, и есть лампочка. И обе кнопки без фиксации. То есть вы когда нажали и отпустили, она отщелкнулась обратно. Она не держится замкнутой, когда вы уже не нажимаете на нее. Так вот, вы хотите, что нажав на кнопку пуск и отпустив, лампочка загорелась, а потом нажав на кнопку стоп и отпустив, лампочка бы погасла. Да? Так вот, это можно реализовать схемой с самоподхватом. Рисуется она таким образом. Пусть у нас есть контакт. Ну, давайте снова X1. Я подпишу, что это старт. Кнопка наша. Сюда я рисую контакт от нашей катушки Y. Сюда я нарисую нашу кнопочку стоп, и она будет, ой, только в другую сторону, да, она будет нормально замкнутая, наоборот. X2, стоп, да, а здесь будет наша катушка Y. И таким образом, например, мы замкнули вот наше изначальное состояние, да, здесь оба контакта разомкнутых, здесь замкнут. Ток, очевидно, не течет в цепи. Мы замкнули X1, ток наш потек, здесь прошел, да, все, катушка сработала. Этот контакт замкнулся. После чего мы взяли и разомкнули кнопку старт, отпустили ее. Вот этот контакт остался замкнутым, да, ток продолжает в цепи течь, да. А вот здесь его мы... Ой, контакт стерла. Удалим. Да? Ой. Вот так. Дальше мы хотим, чтобы наша лампочка погасла, то есть катушка бы разомкнула управляющий контакт. Мы берем, нажимаем кнопку стоп, размыкаем X2, ток перестает течь полностью в цепи управления. Да, и у нас... Ой, опять не туда нажала. Ну ладно, вы поняли. И тогда цепь размыкается. Дальше, чтобы цепь замкнулась снова, размыкается, вот этот контакт, соответственно, тоже размыкается. Чтобы цепь замкнулась снова, нам нужно снова замкнуть старт, да, нажать кнопку старт и так далее. То есть достаточно легко эта логика реализуется в виде графической релейной контактной схемы. У нас есть одно задание, да, во второй лабораторной, правда, мы на structure тексте будем это описывать, а не на ladder diagram. Ну вот, можете сравнить, как это можно реализовать на structure тексте и как это можно реализовать в виде ladder diagram. Иногда даже вот графический язык в виде релейной контактной схемы оказывается проще. Ну ладно, не буду забегать вперед. Пойдемте дальше. То есть мы с вами выяснили, что можно реализовать разные логические операции с помощью релейно-контактных схем. И теперь переходим непосредственно к самим ПЛК. ПЛК появился первый в 1969 году. И, в общем-то, предпосылками было то, что недостатки релейно-контактных схем были значительными. Ну, первое, их было очень сложно обслуживать. То есть поломка механического реле – это такая поломка, которую найти сложно. И таким образом довольно сложно проводить ремонт таких систем управления. Да? Второе – это то, что если вы хотите, например, масштабировать
вашу систему управления, систему автоматизации, да. Например, не знаю, у вас есть управление конвейером, и вы хотите добавить туда каких-то новых датчиков, может быть, каких-то новых устройств, которые будут на этом конвейере работать, не знаю, роботов, да, и хотите это все автоматизировать. Оказывается, что существующую схему для того, чтобы масштабировать, нужно, ну, во-первых, скорее всего, все перекоммутировать, во-вторых, добавить новых реле, будет ли место под эти новые реле, да, в вашем шкафу управления, ничего не известно, то есть, возможно, нужно новый шкаф управления где-то добавить. Все это оказывается достаточно неприятным процессом. Ну и, опять же, то, что нельзя перепрограммировать. Если вы собрали схему релейно-контактную и после этого хотите поменять логику работы, это означает то, что, в общем-то, вам ее надо разобрать и полностью перекоммутировать. Все, возможно, еще где-то новых реле добавить. Исходя из всего этого, в 1968 году была такая компания, ну, вроде сейчас есть, да, General Motors, которая составила ТЗ на то, чтобы сделали новое устройство для автоматизации, которое бы заменяло релейно-контактные схемы. И предъявила этим устройствам требования. Ну, во-первых, чтобы система была гибкой, как вот компьютеры, которые уже на тот момент достаточно развились, но при этом сопоставима по цене с релейно-контактными схемами. Дальше, чтобы легко можно было поддерживать систему и программировать, чтобы те люди, которые создавали релейно-контактные схемы, они могли легко перейти на эти устройства, на ПЛК. Отсюда как раз и появился там язык, который называется ladder диаграмм, который, в принципе, представляет собой язык релейно-контактных схем. Дальше, чтобы можно было легко это устройство поставить на производство, да, то есть во всякие промышленную среду, где будет и грязь, и влага, и разные электромагнитные излучения, поля, и вибрации, возможно, какие-то, да. Ну и третье, чтобы система была модульной, то есть можно было бы легко заменить какой-то компонент, или можно было бы добавить какие-то компоненты в случае необходимости масштабирования, да, расширения системы. И всего за год был создан контроллер, который называется Madicon. Вот, собственно, в 1968 году сформулировали, в 1969 уже появилось это устройство. Вот у меня он изображен слева, да, на картинке, какой он был в 1969 году. И в современности сейчас выпускают тоже контроллеры под названием Madicon. Компания Schneider Electric, такой, можно сказать, правопреемник, да, реализует контроллеры до сих пор. Да, в современности, по-моему, очень большие есть линейки Шнайдера с названием Madicon. Чуть-чуть подведем небольшие мини-итоги, потому что я рассказала. То есть отсюда выделяем основные особенности, даже сказать, плюсы ПЛК. Это высокая надежность для промышленных условий, гибкость при проектировании систем автоматизации за счет модульности и перепрограммируемости, достаточно низкая цена, ну, опять же, в сравнении с чем? Конечно, в сравнении с каким-нибудь микроконтроллером самим по себе она будет высокой, но в сравнении с тем, что это уже готовое устройство, она будет достаточно низкой. То есть современный ПЛК хороший будет стоить, ну, в районе 100 тысяч, может даже поменьше. Также у ПЛК присутствуют хорошие коммуникационные возможности, то есть все стандартные интерфейсы, протоколы, так или иначе поддерживаются ПЛК. Какой-нибудь Modbus, наверное, даже в самом дешевеньком простом ПЛК будет. Ну и, конечно, это простота обслуживания, да, поиска неполадок, особенно по сравнению с релейно-контактными схемами. Возможность работы в реальном времени, ну, тоже здесь реальное время, смотря как интерпретировать, что такое реальное время, да. То есть, в принципе, что-то будет выполнено за обговоренный период времени, да. Не то, что когда мы говорим «сделай за 1 секунду», выполнить через секунду там, да, какую-то программу, и у нас выполнится, ну, через секунду, а может плюс-минус там сколько-то еще времени, да, ПЛК, у него есть специальные входы-выходы, которые, во-первых, работают быстро, во-вторых, ну, в ожидаемый промежуток времени срабатывают. Производителей ПЛК большое множество, как наших, так и зарубежных. Ну вот мы с вами на лабораторной работе номер 2 работаем с контроллером PLK-110 от фирмы Oven, а на третьей лабораторной работе работаем с PLK Madicon от фирмы Schneider. Но, как видите, разнообразие очень большое. Наверное, самым популярным производителем, кстати, является до сих пор Siemens. Много где он встречается. Но хочу сказать такую мысль, одну единственную на этом слайде, что поскольку вещь PLK достаточно стандартизированная, то, научившись там программировать один ПЛК и работать там с одним из ПЛК, скорее всего, перейти на другого производителя будет очень легко.
даже те же среды программирования, они все как близнецы очень похожи друг на друга. Тоже это я вам покажу чуть дальше. Теперь пройдемся по структуре ПЛК. Она очень простая. То есть условно мы можем представить ее в виде нескольких блоков. Первое, желтенький, это центральный блок. То есть там у нас наш вычислитель, память программ, память данных, всякое такое. Дальше блок ввода. Это такой блок, который, соответственно, позволяет нам подключать разные датчики, разные кнопочки, разные цифровые датчики, аналоговые датчики и так далее. Они, кстати, видите, с центральным блоком, да, вычислительным, разделены оптической развязкой. Чтобы в случае чего, да, при неправильном подключении, каких-то неожиданных ситуациях у нас, даже если какой-нибудь модуль ввода или, может быть, даже один вход выгорит, да, сама основа ПЛК осталась бы нетронутой. Дальше у нас есть блок вывода, туда подключаются разные исполнительные механизмы, разные актуаторы, да, лампочки, двигатели, пищалки, я не знаю, вот первое изображение это, по-моему, тормозная катушка. И сверху изображен блок питания, да, то есть то, что, собственно, питает наш контроллер. Контроллеры обычно работают ПЛК у нас на стандарте 24 вольта, да, то есть логика будет 24-вольтовая. Но бывают контроллеры, куда и просто 220 можно завести, то есть здесь варьируется. Обозначения, хочу сказать, да, вот, которые здесь есть на рисунке в виде датчиков. Есть стандарт функциональных схем, но, единственное, нет единого стандарта. У нас он очень размазан по множеству разных документов, точно так же, как и за рубежом. Нету одного документа, где описаны все графические элементы функциональных схем. Они там разделены в разных сферах, разные документы, разные обозначения. Ну вот, поскольку картинки я брала из одного американского учебника, вот по их стандартам у меня здесь обозначения представлены. То есть, например, вот это внизу, это у нас концевой датчик, насколько я помню, да, вот это двигатель, вот это лампочка, вот это пищалка. Вот. И все это можно, в принципе, найти в документах, как обозначается. Ну, да, и последнее, что еще не сказала, что, конечно, контроллер сам потом, чтобы загрузить топограмму, должен подключаться к компьютеру. Подключаются они самым разным способом, ну, либо USB, самое распространенное, где-то и все еще там по RS-232, если у вас промышленные компьютеры, там есть соответствующий разъем, тоже можно. Ну и современные контроллеры чаще всего можно программировать по обычной сети, то есть подключившись в общую сеть локальную с Ethernet или с Wi-Fi, неважно, да, вы можете заливать прошивку по воздуху на ПЛК. Вот по своей структуре в результате мы можем разделить их на два таких подвида – модульные и монолитные. Под монолитными я подразумеваю те, которые в одном корпусе, да, имеют, вот здесь слева у меня нарисовано, имеют и блок ввода, и блок вывода, и центральный блок, и блок питания, все как одно устройство в одном корпусе находятся, да. А второй вид – это модульный, где разные блоки оказываются в разных корпусах. То есть это, в принципе, отдельные устройства сами по себе. Модульные ПЛК можно разделить еще на два подвида. Это модульные ПЛК, которые устанавливаются модули в общую корзину. Вот здесь у меня изображено на картинке, да, как бы корзина, и в нее набирается, ну, необходимое количество блоков. Причем, да, чем хороши модульные, тем, что мы можем, ну, например, добавить больше блоков ввода, вывода или меньше, подобрать те, которые конкретно нам нужны, а не просто покупать ПЛК с некоторым стандартным набором, который есть у монолитного, да. И есть ПЛК модульные, которые соединяются как бы один к другому, подсоединяются сбоку, ну, назовем это бутербродиком, один к другому, да, они ставятся на один рейку, и сбоку имеется шина питания, шина данных, и они таким образом соединяются. Разные подходы есть, у того же Siemens есть и на основе корзины ПЛК, есть ПЛК и у того же Siemens просто, которые вот так вот соединяются блоками. Есть там у них ПЛК, которые вообще не модульные, которые являются монолитными. Самое разнообразное множество. Ну, чаще всего
монолитные ПЛК, они чуть дешевле, ну, как мне кажется, может быть, уже что-то поменялось на рынке. Вот. Но с другой стороны, модульные чем хороши? Тем, что мы можем просто по своей необходимости какие-то модули докупать потом или какие-то не брать, например, если нам не нужно. Корзины, да, вот у модульных ПЛК тоже не забуду сказать, они, с одной стороны, стандартизированы, с другой стороны, разные стандарты есть. Вот есть стандарт Евромеханика, как раз вот здесь изображена корзина, по-моему, по стандарту Евромеханика, да. А еще бывают разные стандарты конкретно у своих производителей. То есть у Siemens, например, корзина по своему стандарту реализована. Они работают, соответственно, таким образом, как Siemens запрограммировал. Так, минус корзины тоже есть такое, что корзина имеет некоторое ограниченное количество позиций, да, ограниченное количество блоков, которые туда влезет. С таким бутербродным подходом, да, такого недостатка нет. Ну, дальше перейдем теперь к сигналам ввода-вывода. Да? Мы с вами обсудили, что вот есть модули ввода-вывода, есть блоки ввода-вывода, и позволяют они подключать разные сигналы. Вот сигналы ввода-вывода бывают какие? Цифровые, ну, тут имеется в виду дискретные, которые позволяют нам считать или установить состояние true-false, 0,1 или там 0,24 вольта, да, если в логике высокий и низкий уровень сигнала. Также бывает сигнал аналогового ввода-вывода. Чаще всего это какой-то стандартизированный диапазон. Ну, то есть вот из стандартных диапазонов это может быть 0,10 вольт, минус 10, плюс 10 вольт. Или бывает, что аналоговый ввод-вывод работает не по напряжению, а по току. И тогда это стандартная, например, токовая петля 4,20 мА. И также в ПЛК бывает встроена поддержка датчиков. Ну, например, есть какие-нибудь датчики типа термопар, которые требуют специальных своих поправочных таблиц, да, потому что зависимость изменения температуры и сигнала напряжения нелинейная, и чтобы получить точное значение температуры, нужна поправочная таблица. Очень неудобно эту поправочную таблицу, не знаю, у себя как-то формировать это в программном коде, и в ПЛК она уже заложена, и все, что вам требуется, это при конфигурации входа выбрать нужный тип датчика, и там та же поправочная таблица подгрузится самостоятельно, допустим. Вот. То есть достаточно удобно. Вот здесь на скриншоте показано, что у нас есть тип датчика. Мы можем выбрать, например, ТП-ТХ. Это термопара типа хромель-алюмель. То есть термопара, если кто не помнит, да, это такой датчик, который позволяет измерить температуру с использованием эффекта Зейбека. То есть когда у нас есть два проводника из разного материала, спаянных в одной точке, и благодаря этому эффекту при изменении температуры на концах этих проводников у нас будет появляться некоторая разность потенциалов, которую можно измерять с помощью ПЛК. Так, ну, про типы сигналов разобрались. Теперь небольшое отступление про то, как вообще выглядит блок ввода сигналов, да, на ПЛК. Ну, чаще всего это какие-нибудь винтовые клеммы, которые пронумерованы. Вот в данном случае у нас идет нумерация 0, 1, 2, 3 такими ступенечками, да, 4, 5, 6, 7 и так до 15. То есть 16 входов. Ну, их может быть и не 16 быть, зависит от ПЛК, да. Может больше, может меньше. Но самое главное, что здесь есть еще такой пин, он есть у всех, он может быть не один, их может быть больше, называется COM. То есть это от сокращения от слова common, то есть общий. У нас как работает, в данном случае это блок, да, цифрового ввода. Как у нас работает блок цифрового ввода? У нас датчики или кнопки, они фактически представляют собой что-то, что у нас либо замыкает цепь, либо разрывает цепь. И таким образом, чтобы ПЛК фиксировал, разрывается цепь или замыкается, мы минус блока питания, допустим, подаем на common, а плюс пропускаем через датчик или через кнопку, да, вот простейшая сверху контакт, это кнопка, да, замыкается, и ПЛК видит, соответственно, что цепь замкнута, и фиксирует у себя. У вас в программе появляется, что значение на входе in 0 оказалось true. Достаточно простая схема подключения у цифровых, у дискретных, да, датчиков. Тут, в общем-то, обсуждать и нечего. Теперь про шину вывода, да, то есть устройство вывода как подключается. То же самое, то есть у нас
есть клеммы, у нас есть пронумерованные пины, и вот справа, давайте, наверное, на правую даже картинку посмотрим, это с нашего ПЛК 110, который у нас как раз на лабораторной 2 мы будем смотреть фирмы Овен. Из документации у меня сделан скриншотик, да, и выходы, они находятся снизу, там, где DO, то есть DI это Discrete Input, то есть ввод, да, цифровой, а если мы хотим работать с выводом, то это Discrete Output. И здесь у нас, например, у ПЛК Овна, да, множество пинов COM, COM1, COM2, COM3, COM4, и они как бы идут, ну, почти что парами. То есть, например, идет COM1, к нему идет пин DO1, да, Discrete Output 1, потом идет COM2, к нему идет Discrete Output 2. Потом идут несколько как бы групповые пины, где у нас один COM3 сразу на раз, два, три, 4 пина, да, но, наверное, это вообще сделано для удешевления какого-нибудь. Зачем нам на управление выходом целых 2 пина? Да, да ровно для того, чтобы, например, коммутировать нагрузку, ну, с разным напряжением. Не знаю, одной лампочке нам нужно напряжение 24 вольта, другой лампочка у нас работает, не знаю, 220 вольт, да. Как нам и там, и тот, и другой, да, пин управлять один одной нагрузкой, другой. А вот так, что у нас один ком туда заводится от блока питания 220, а с другого, да, с блока питания 24 вольта. Так, ну, переходим дальше. Немножко про устройство дискретного вывода хочу сказать, да. Например, когда вы создаете систему автоматизации и захотите выбрать себе ПЛК, то вы, скорее всего, увидите, что вам не только нужно определиться, сколько выходов ПЛК должно быть по тому, сколько исполнительных, да, актуаторов у вас есть, сколько у вас исполнительных устройств есть, но и увидите, что типы бывают разные выходов. В принципе, их всего 3. Это релейный выход, семисторный и транзисторный. Отличаются они вот чем. Отличаются тем, что, опять же, зависит от того, какое устройство вы собираетесь подключать. Реле, они более универсальны, то есть им практически все можно коммутировать, но чаще всего их используют для какой-нибудь мощной нагрузки. Транзисторы — это наиболее дешевый вариант, скорее всего, ПЛК с транзисторными выходами будет стоить дешевле. Он используется для постоянного тока, и часто, если вам нужно часто переключать что-то, ну, например, вы хотите генерировать степ для драйвера шагового двигателя, да, то тогда лучше смотреть в сторону транзистора. С другой стороны, если у вас мощная нагрузка, то транзистор, скорее всего, сгорит. Вот. А если вы хотите использовать устройство, которое работает с переменной нагрузкой, да, переменный ток, то нужно смотреть в сторону семисторных выходов. Таким образом, да, первое, что нужно сделать при проектировании системы автоматизации, нужно понять, чем вы будете управлять и какой сигнал оно ожидает увидеть. И на основе этого уже подбирать ПЛК. Слева у меня на слайде представлено некоторое устройство дискретного выхода, то есть то, что слева от клеммы, это находится внутри ПЛК, а то, что справа, это снаружи. То есть справа вот наша нагрузка, лод, да, а слева внутри ПЛК. Ну, я хотела просто сказать вам, да, что там есть некоторая система безопасности, да, есть оптическая развязка, есть предохранитель, и за счет этого, да, в случае, если что-то не то идет на стороне нагрузки, не знаю, неправильно мы подключили, не знаю, что-то сломалась наша нагрузка, и на контроллер пошел какой-то не тот ток, не то напряжение, да, у нас не сгорят мозги контроллера, а всего лишь может выгореть один выход, например. Да, и с входом, в принципе, тоже там есть оптическая развязка. Была такая ситуация, мне кажется, даже часто встречается, что у вас есть ПЛК, он вполне работает хорошо, и у него там один из пинов выгорел, да, не работает. Ну, ничего страшного, все остальные работают. А этот, допустим, вообще не используется. Очень удобно бывает так сделать. Здесь небольшая таблица того, как у нас есть какое-нибудь устройство, как выбрать тип выхода, да. Ну, хотела здесь сделать такой вывод, да, что реле универсально, но практически везде может использоваться вместо другого выхода. Но и контроллеры на основе выходов с реле стоят дороже. Теперь давайте рассмотрим небольшой пример автоматизации. Вот давайте мы представим, что у нас есть некоторый баг,
У этого бака установлены два датчика. Датчик давления, ну, за счет которого мы меряем уровень воды, да, по высоте столба воды, которая наливается в бак. И есть датчик температуры. А также есть кнопка, да, это устройство ввода будет, то, что подключается к блокам ввода в нашем контроллере. Кнопка, наверное, без фиксации у нас, да, будем считать. И есть двигатель, который вращает перемешиватель внутри этого чана. И мы хотим реализовать такую логику работы, что пусть у нас двигатель вращается при нажатии, пока мы держим кнопку нажатой, да, вот эту manual push button. Это первое. Второе, пусть двигатель вращается также и в том случае, если у нас температурный выключатель, ну, temperature sensor switch, да, то есть когда у нас достигнет нужной температуры, он сработает, и когда мы достигнем нужного уровня воды, он тоже сработает. То есть при выполнении этих двух условий двигатель должен сам автоматически тоже крутиться, уже без кнопки. И для такой системы давайте попробуем нарисовать вначале релейно-контактную схему. Ну, условно, так, схематически хотя бы. Ну, тут у меня снова есть слайд. Давайте попробуем реализовать это. Значит, кнопка у нас будет представляться в виде какого-то контакта, да? Давайте мы ее нарисуем. Ой, так. Давайте, что, может, другим цветом нарисовать? Красным вроде не хочется. Ну ладно, давайте этим же. А давайте здесь сбоку нарисуем. Значит, вот у нас есть кнопка, наша push button. Давайте я ее назову PB push button. Также мы знаем, что у нас есть два датчика. Эти датчики не аналоговые, а как бы переключатели. То есть при достижении температуры замыкается. Если не достиг, то в разомкнутом состоянии. При достижении давления замыкается. Если давление не достигнуто нужное, то разомкнуто. Тоже нарисуем их, да? Как у меня было? Pressure sensor, PS давайте. И temperature sensor. Можно, кстати, temperature sensor, если бы мы рисовали сейчас функциональную схему, нарисовать вот такое вот обозначение у него. Но поскольку мы релейно-контактную схему рисуем, мы на уровне абстракции понимаем, что это просто некоторый контакт срабатывающий. И по заданию, которое я описала, нам нужно либо, если кнопка нажата, или, если сработали эти два датчика, вращать двигатель. То есть у нас надо реализовать логическое «или». Можем пролистать, убедиться, как оно реализуется. Вот у нас две параллельные ветки заводятся на катушку. Так и рисуем. Завели. И вот наша катушка, давайте скажем, двигателя. Да? И в таком случае управляющая схема замкнется в тот момент, когда замкнутся либо вот эти два контакта, либо вот этот. Да? Тогда этот замкнется. Вот она, простейшая релейно-контактная схема для того, что я описала. Давайте проверим. Может быть, я где-то неправильно нарисовала. И убедимся, что все так. Ну, тут нарисована вначале функциональная схема, да. То есть вот это у нас pressure switch, так обозначается. Это у нас temperature switch на одной ветке. Дальше у нас есть кнопка manual push button, то есть кнопка без фиксации. И вот наш двигатель. Он нарисован здесь кружочком. Ну, поскольку я говорю, обозначения самые разные бывают. Да, наверное, если бы мы рисовали функциональную схему по нашим стандартам ГОСТам, она чуть-чуть по-другому бы выглядела. Ну, а в виде релейно-контактной схемы это будет выглядеть вот таким вот образом. Ну не совсем, да. В виде релейной контактной схемы уже нарисованной на языке ladder-диаграмм. На самом деле я сразу здесь взяла рисунок, да. Но по сути он ничем не отличается от нашей схемы, которую мы нарисовали. Вот наши два контакта, раз, вот один контакт для кнопки, вот наша катушка. Ровно так же и здесь нарисовано. Два нормально разомкнутых контакта есть, один нормально разомкнутый контакт для кнопки есть, и вот катушка двигателя, да. То есть, в принципе, вот то, что здесь нарисовано, это уже программа на графическом языке ladder-диаграмм, которая практически полностью, за исключением обозначений, повторяет релейно-контактную схему. Ну, опять же, мы подробнее к ladder-диаграмм на следующей лекции
перейдем и даже более сложную логику порисуем. Ну, хотелось просто некоторую связь между релейно-контактными схемами и ПЛК сейчас продемонстрировать. Ну все, на этом мы с всякими схемами сегодня заканчиваем и переходим к части, связанной с программированием. И первое, что обсудим, это то, как выполняется программа в ПЛК. У меня тут немного обновленная схема с предыдущих годов. Я сюда добавила еще такую вещь, как планировщик. Ну, начнем сначала. Во-первых, программа, которая выполняется в ПЛК, нужно понимать, что она не единственная в вашем контроллере. Потому что, когда вы создаете программу для ПЛК, вы разделяете ее на задачи. А задачи в ПЛК могут быть 3 видов. Это циклические задачи, задачи, которые выполняются через заданный промежуток времени. То есть, например, циклическая задача с периодом 20 миллисекунд. Это будет означать, что эта задача будет запускаться раз в 20 миллисекунд. Запустилась, подождала 20 миллисекунд, запустилась снова, подождала 20 миллисекунд, запустилась снова. Дальше бывают задачи по событию. Это задачи, которые срабатывают в том случае, если значение переменной или входа ПЛК, или какой-то глобальной переменной поменяло свое состояние из значения низкого в значение высокого сигнала. То есть с точки зрения программирования, когда она поменяла свое значение с false на true. Это еще называют восходящий фронт. Да? Если мы нарисуем сигнал, то... Так, переключилась обратно. Если мы нарисуем сигнал, то это будет, да, вот здесь у нас, допустим, не знаю, 24, здесь 0. И вот вначале у нас был сигнал нулевой, а потом мы, не знаю, зажали кнопку, и цепь замкнулась, сигнал стал 24 вольта. Вот это вот называется восходящий фронт или rising edge. Вроде бы вот так пишется. Да? Так вот, задачи по событию срабатывают, когда детектируется восходящий фронт. Дальше у нас будут свободные задачи. Это задачи, которые выполняются в оставшееся время. То есть она не привязана к какому-то периоду выполнения, она не привязана к какому-то событию, она просто будет выполняться как бы циклически, но не с жестко прописанным периодом. Может вообще ни разу не выполниться, если у нас очень часто будет срабатывать циклическая задача, так что свободного времени не останется вообще. В этом плане обычно проектируют программы так, что если у вас есть просто одна программа, которая должна выполняться в цикле, вы просто делаете одну свободную задачу. Если же вы свою программу хотите дробить на разные подзадачи, то есть на циклические, на задачи по событию, тогда вы вообще свободную задачу не используете, используете только циклические по событию. Так, типы задачи обсудили, то есть параллельно у нас, даже не параллельно совсем, то есть у нас возникает в ПЛК некоторая многозадачность. Мы создаем множество задач, и они как-то должны совместно выполняться. Как это реализуется? Ну, есть разные подходы, но в общем смысле можно сказать, что в ПЛК уже заранее, да, поскольку ПЛК это своего рода некоторый даже микрокомпьютер, там уже есть некоторый планировщик. И планировщик на первом этапе выбирает, какие задачи готовы к своему выполнению. То есть, если сработало какое-то прерывание, да, задача по событию, можно аналогию с прерыванием в микроконтроллерах провести. Он там читает таблицу прерываний, ага, видит, вот это сработало, потом видит, что, ага, может быть, у меня еще циклические задачи какие-то есть, которые должны сейчас запустить, выбирает одну из них, например, в зависимости от приоритета, и может также сохранить контекст задачи, которая выполняется в данный момент, да, на втором этапе. То есть вот он выбрал задачу, потом сохранил контекст текущей задачи, которая выполнялась, да, если она выполнялась. Если нет, то это просто пропускается. И затем начинает делать следующие действия. Читает вход, все входы, которые есть на ПЛК, выполняет эту задачу, проводит диагностику и коммуникацию, ну, например, взаимодействие по сети с какими-то другими контроллерами, если там надо считать какие-то регистры, и затем записывает выходы. После чего он восстанавливает контекст выполняемой задачи и снова переходит к планировщику, снова решает, какую задачу запустить в данный момент. Важно понять, что, опять же, в зависимости от производителя ПЛК, в зависимости от того, есть ли там разные режимы, может быть реализовано вытеснение задачи. То есть, с одной стороны, он просто дожидается, когда одна задача завершилась,
и выбирает, какую следующую запустить, а с другой стороны может быть реализована схема, когда в зависимости от приоритета задача прервана на середине, вытесняется, выполняется, например, задача по событию, а затем продолжается выполняться задача, та, которая была прервана. Нет какого-то универсальной схемы, но в общем смысле это то, как я нарисовала. Вот эта система, когда у нас работает задача, называется скан, да, вот этот цикл выполнения, одна итерация выполнения циклической задачи. И она всегда в той последовательности, в которой я описала: чтение входов, выполнение программы, диагностика, потом запись выходов. Это означает то, что если, например, вы в своей программе написали, идет несколько строчек, да, в первой инструкции вы пишете, что на выход 1 запиши true, а через 2 строчки пишете на выход 1 запиши false, то он запишет в конце концов false, не будет промежуточного переключения, да, потому что вначале прочитал входы, потом выполнил всю логику программы и только потом записал выходы, да. И в процессе выполнения одной итерации переключения не будет, да. Надеюсь, это понятно. Дальше. Как и где программируется PLK, да? Где мы создаем, собственно, эти программы. Ну, как и в любом языке программирования, наверняка вы уже сталкивались со средами разработки. Там, если кто-то пишет, не знаю, на Python или на C или на Java, кто-то пользуется PyCharm, кто-то, не знаю, C-Line, кто-то VS Code, да? И вы знаете, что среды программирования включает в себя такую возможность, как, во-первых, хороший текстовый редактор, где мы пишем код. Во-вторых, инструменты отладки для того, чтобы запускать программу и смотреть, да, какие состояния она принимает, где-то останавливать ее и так далее. Также, что там еще, может быть, работа с терминалом какая-то есть в средах разработки. Так вот, в PLK все очень похоже. То есть в среды разработки в PLK большое множество. Но при этом они, опять же, все максимально похоже выглядят, максимально аналогичные функции реализуют. Чаще всего среда разработки зависит от производителя. То есть у Siemens будет своя среда разработки, у Schneider своя, не знаю, у Ambrona своя. И Cadesis — это такая более-менее универсальная среда разработки, которая позволяет программировать некоторое большее количество контроллеров, чем просто контроллеры одного производителя. На самом деле распространяется она по лицензии, то есть если вы разработчик PLK, вы можете заплатить какую-то лицензию и выкупить программные компоненты Cadesis и встроить их в свой контроллер. Вот Овен, например, программируется, да, не в какой-то своей среде Овен, а в среде Cadesis. Реализуют все эти среды одни и те же инструменты отладки, графический редактор программ, текстовый редактор программ, да, что значит графический, потому что PLK поддерживает текстовые графические языки также. Также создание разных визуализаций, то есть можно какую-то мнемо-схему системы автоматизации вашей нарисовать и там сделать какие-нибудь лампочки, кнопочки, которые будут не реальными лампочками, кнопочками, а отображаемыми на экране вашего компьютера. Также прошивка непосредственно самого контроллера выполняется через среды программирования, и работа с разными библиотеками, да, менеджерами задач и так далее. Из этой схемы, да, видно, что самым распространенным у нас является, Siemens Step 7, это опять же немножко старая у меня диаграмма здесь, но там TIA Portal, да, у Siemens сейчас, насколько я знаю, но все еще, я думаю, она доминирует. Дальше идет Cadesis за счет того, что она охватывает некоторое множество производителей, и остальные плюс-минус там одинаковое, да, количество пользователей имеют. Все это напрямую связано с тем, какую фирму, какого контроллера больше покупают. Поскольку Siemens, мне кажется, имеет превалирующее какое-то количество использования в промышленности, соответственно, и среда программирования Siemens используется больше. Здесь небольшое количество скриншотов того, как выглядит среда программирования PLK. Как видите, все они выглядят немножко так несимпатично устаревшие. Зачастую имеют одну и ту же структуру. Слева дерево проекта, в середине редактор, снизу разные панельки для либо отладки, либо каких-то дополнительных инструментов. И освоив работу с одной из систем, вы легко переключитесь на систему другого производителя.
Ну и в завершение сегодня хочу сказать о том, какие вообще языки программирования PLK есть. Мы так или иначе уже сегодня затронули часть. Ну вот, давайте посмотрим. У нас есть такой стандарт MAC 61131. Это переведенный стандарт англоязычный. В нем описано то, какие языки используются для программирования PLK, описано то, какой у этих языков синтаксис, какой принцип работы, описаны типы данных этих языков. И, в принципе, этот документ можно использовать для изучения языков программирования PLK. То есть там максимально все, что нужно, написано. Языки у нас делятся на две категории в соответствии с этим стандартом, на текстовые и графические. Текстовых языков у нас есть два. Это Instruction List и Structure Text, а графических три. Это Ladder Diagram, Function Block Diagram и Sequential Function Chart, SFC. На самом деле мы с вами будем работать в основном structure текстом, поэтому и лекции будут посвящены в первую очередь structure тексту. Но ladder диаграмм и function block диаграмм тоже имеют достаточно высокую популярность. Вот здесь у меня такая обновленная тоже диаграммка есть от 2018 года с конференции пользователей Codesys. И видно, что в принципе structure текст, function block диаграмм, да и ladder диаграмм имеют одинаковое количество пользователей. То есть изучив один язык, вы, скорее всего, сможете более-менее писать программы полностью на PLK. Но лично мне кажется, что лучше всего использовать structure текст, потому что это текстовый язык программирования, потому что он более гибкий, и потому что, поскольку все мы с вами уже до этого изучали текстовые языки программирования, так или иначе, Python, Pascal, Java, да, будет достаточно просто на него перейти. А релейно-контактные схемы, я так подозреваю, не все из вас рисовали до этого. Вот. Естественно, есть языки программирования и не есть стандарта MAC, и некоторые производители PLK придумывают как бы свои языки, и вот, например, CR, да, это C-подобный язык для программирования PLK, но это не распространенная вещь, то есть зачастую, купив PLK какого-то производителя известного, он будет программироваться на одном или на нескольких языках из стандарта MAC. Чаще всего, чем там дешевле контроллер, да, там, того же Siemens, тем меньше языков он поддерживает. Там есть самые простейшие PLK, которые даже не PLK, наверное, а просто логические реле. Они чаще всего программируются просто на ladder диаграмм, и другие языки не поддерживают. Но хотя бы один из этих языков должен так или иначе быть реализован в PLK. Ну что, на этом я сегодня заканчиваю. В следующий раз мы будем подробнее обсуждать языки программирования PLK. Чуть подробнее посмотрим, как работает ladder диаграмм, посмотрим, как работают функциональные блоки, ну и начнем более глубокое изучение structure текста. На этом у меня все. Всем до свидания.